Доброго времени суток. Я покажу мою вчерашнюю партию, где я проиграл, не партию, точнее сказать, фрагмент, потому что партию, наверное, лучше не показывать. Конечно, ужасно старался, но я считал, что я получу игровую позицию, и тут уже надо вот учитывать в этой позиции, что, ну, не то, что мало времени осталось, очень мало времени осталось. Я играл с Евгением Жуковским. Ну и здесь, конечно, я считаю, что ошибка Евгения произошла 29-24. Не надо было так, наверное, все-таки играть. Надо было какой-то другой ход избрать. Но понятно, что тут вариантов, хотел он обсечь все варианты, потому что я говорю, что времени очень мало у него, у меня оставалось. И поэтому пошел 29-24. То есть, скорее всего, 20-15 надо было. Ну вот, я думаю, что где-то он здесь вот побоялся из-за этих вариантов, но здесь надо было просто пожертвовать. Почему боялся? Потому что вот эти вот были моменты. Я тоже, честно говоря, смотрел эти моменты. И я думал, что позиция очень интересная будет. Но здесь просто вот получается сюда и 36-31. И лишняя шашка просто лишняя шашка. 29-24, естественно, связка. Все равно позиция очень плохая. Надо было где-то здесь вот, ну, просто 47-41. И я думаю, что все очень было, закончилось все очень плохо бы. Сразу, точнее сказать, все закончилось бы очень плохо. Допустим, сюда, ну и вот эти вот ходы, понятно, что не проходят. Вот непонятно, что делать. Видите, надо где-то шашки отдавать. Ну, позиция проиграна, просто у меня проиграна. Ну, то есть я где-то тут слишком захитрил с планом. Было вот перед этим, вот эту позицию, конечно, не надо было здесь 18-22 уже играть. Но я на что? Я вот именно рассчитывал, вот здесь на вот эти вот вторжения рассчитывал. То есть, наверное, возможно, пересмотрел партии Виктории Белой. Ну, вот, когда она вторглась сюда, ну, там чуть другая позиция была, но, в принципе, тоже в головой похожее что-то, похожее. То есть, вспомнил Мартайна Айсендорна. Но здесь момент, конечно, момент меня очень сильно соблазнил, что мало очень времени было и у меня, и у Евгения. И поэтому я думал сыграть интересную позицию. Как-то турнирное положение, может кто-то скажет, что это глупо, но турнирное положение я считал, что такое, что нужно каким-то образом обострить все-таки ситуацию. Ну вот совсем я ухудшил свое турнирное положение, конечно, вот этими маневрами. Здесь возможно, что другие моменты. Здесь вот после, именно сжег я мосты, конечно, после 6-11. Надо было по-другому, либо 2-7, либо вот эти вот ходы каким-то образом делать. Здесь, наверное, интереснее была бы какая-то позиция для меня, я имею в виду. Ну вот, есть такой вариант. И вот здесь, конечно. Но это я все видел, но я, честно скажу, я сжигал специально вот эти вот мосты, думал, что что-нибудь выйдет, и как-то я думал, что в той позиции очень будет все интересно. Оно-то получилось интересно, но не в мою пользу, к сожалению. Так, давайте дальше смотреть. Ну вот, Т4-29. Вот здесь вот, конечно, надо было все-таки идти на эту позицию мне. Вот, Т4-29. Почему-то мне там показалось, ну, я сейчас покажу, что мне там показалось. Видел я вот эти переходы. Видел. И надо было, конечно, на них просто идти. Есть переход так. Наверное, и вот этот вот переход есть. Ну, естественно, этот переход есть. Чуть-чуть получше, но у белых позиций, ну, ничейная, я думаю.
Хотя, ну, тут говорит, что получше, в принципе, ну, игры нету абсолютно. Надо было, может, да, может какой-то, вот этот вот вариант был, может, надо было что-то сделать с этим вариантом, тоже так, 36. Вот где-то, может, 14-19, интереснее игра была бы, конечно. Да, что-то я вот все пропустил, какой-то, наверное, морок на меня напал в этой партии. Но я думаю, что все-таки устал я сильно. И я вот, у меня главная фраза, наверное, устал, но я этого не понимаю, к сожалению. Почему давно не играли в 100 клетки? Много энергии отдается, и, честно говоря, ну, нету, навык уже очень сильно утерян, если честно. И надо было, конечно, обязательно поиграть перед этим. Здесь уже, видите, если проводить сюда, то позиция очень плохая, если такой момент. Ну вот, опять Евгений, я считаю, что ошибку совершил 49-44, но я повторю, что там жуткий цейтнот был. И еще один момент, который был сказан после партии, то есть, ну, в этом контроле можно было не записывать, то есть в цейтнотной зоне можно было не записывать, мы все старательно тут записывали, ну и вот к чему это все привело. 44-40 в торксе. Ну вот я считал здесь свою позицию, конечно, супер. Почему, ну, непонятно, как вот, особенно в цветноте, видите, ну, вот, молодец, конечно, Евгений, 39-34, и вот 22-27. Я почему-то считал время уже потом, вот этот последний ход был в цветноте, то есть я и во время партии я считал, что вот этим ходом я упустил выигрыш, но оказалось, что это единственный ход, почему? Потому что на 16... Я думал, что 16, здесь просто вот 33-28. И, собственно говоря, тут, ну вот приблизительные варианты. Понятно, все очень плохо у черных. Все очень плохо. То есть отдали 37-32. Ну вот почему-то я считал, что этот ход хороший. Ну понятно, что вот этого хода нет. То есть, конечно, под цейтнот, возможно, все тут было бы. Потому что на 30 тоже не пойдешь. Сюда, то есть какие-то вот эти варианты. Ну вот 36-31 и выигрывал, кстати. 22. Ну и вот здесь вот, конечно, самое удивительное для меня. То есть просидел я тут после цейтнота. Сидел и видел эти вот идеи, абсолютно я видел, но у меня тут опять с шашками что-то, они где-то летали, они там не на своем месте были, то есть, и считал эту позицию, там по 10 раз все пересчитывал, но тут, конечно, все было, не знаю, вот, тоже момент, я говорю, что либо я сильно устал, либо, я не понимаю, что устал, наверное, что-то типа того, либо, ну, то, что играть надо, это понятно было. Поэтому вот идут такие ошибки. И я пошел 43-38. Здесь видел я вот эти все идеи видел. Смотрел их. Давайте еще один момент. Еще казалось, один момент, вот когда я издали подходил, что такой ход был, но вот здесь опять так. Вот почему-то мне не понравилась эта позиция. Но в принципе тоже я считаю, что тоже, ну, наверное, можно было играть. Почему я так не пошел? Опять сложный момент, конечно. Когда я вот те вот позиции смотрел, то есть вообще что-то не знаю, что-то со мной тут приключилось совсем. Надо было 18, и вот такой вот вариант. Ну, я считал 34-30, и вот я помню, что у меня тут шашка где-то на том месте постоянно находилась. То есть мне сейчас смешно, но вот и как-то и не очень смешно.
Ну и вот, не знаю, не вижу я тут ничего, просто вот элементарно, то есть видел я эту идею, что отдавать, смотрел, причем раз 10 все смотрел варианты, то есть прокручивал. Ужасно, конечно. Смотрел я и этот ход, но этот ход, тут да, сразу он отпал у меня, потому что вот этот вариант и плохо было. Но это смотрело, то есть. Но дальше еще тоже достаточно удивительные вещи. 27-22 он пошел. Но я, кстати, не уверен, что здесь вот 27-22 надо было ему ходить. Смотрел я вот этот вот вариант. И вот этот вариант, я думаю, что более перспективный за него был. На 33. Ну и вот здесь у меня позиция, конечно, совсем плохая. Но почему опять, вот даже с простейшей логикой, почему я пошел сюда, то есть, ну, сложно. Сложно, почему я не доотдал шашку, что мне казалось. Я вот сейчас вот даже не могу вспомнить. Был вот этот вариант, еще мне достаточно успешно можно было играть. То есть, почему я на 2 опять побил, опять я, ну, то есть, что-то у меня тут опять непонятное получилось. То есть, если бы сюда побил, то 18-23, собственно говоря, с теми же идеями. То есть, наставить, понятно, вот это вот идея была бы. Ну, играли бы эту позицию. Плохая позиция, конечно. Без шашки здесь, наверное, даже эндшпиль очень, очень плохой, я бы сказал. Но играли бы еще вот этот эндшпиль. То есть я вообще как-то супер тут побил. Но после этого успешно я тут проиграл. Так. Ну, я там дальше даже где-то не видел, что надо шашку пить. Я помню, что все было настолько жестко, что я не видел даже. Да, вот было так, сейчас я вспоминаю, просто дальше не записывал. И где-то либо так. 40-35, вот. Идея такая, что у меня мысль такая была. На этот ход я просто отдавал. Ну, здесь на 23 есть. Вот это именно не проходило. Ну, в общем, ужас какой-то. И вот здесь вот я даже он отдал просто шашку. Ой, нет, подождите. Так, он отдал, да, шашку раз, и ну вот, да, и тут, я даже вот не видел, кстати, вот этого, не видел здесь, ну, начал проводить вот сюда, но не видел, что бить надо, то есть, ну, что-то было сверхъестественное. Вот такая вот моя сверхъестественная партия вчера была. Не знаю, что там случилось у меня в мозге. Ну вот. Как получилось, так получилось. Тем не менее, играем дальше. Турнир ну, интересный. В связи с тем, что мы давно не играли. Интересный турнир. Ну и девушек тоже интересные достаточно результаты. Ну и продолжаем наблюдать за турниром. Ну, я продолжаю играть, естественно.